пациентки. Каррен синистроиист, состояние после лапароскопической нефректомии слева. М с придатками, яичниками от 24 октября 2017 года. Гепатоцеллюлярная аденома. Резекция печени 7-го сегмента 27 октября 2017 года. Генерализация июля 2018 год. МЦ в легкие, Л у средостения. Таргетная терапия сунитинип-1 курс, терапия сарафенибом от сентября 2018 год. По октябрь 2020 год. Прогрессирование на фоне таргетной терапии. МЦ в правый надпочечник. Терапия эверолимус с ноября 2020 год. По май 2021 год. 6 курсов, непереносимость. Иммунотерапия, ниволумаб, июль 2021 год. По май 2022 год. 12 курсов. В июне 2022 год лекарство не получило, так как нет в наличии, в стадии госзакупки. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 52 лет. Дата исследования – 14 июня 2022 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство. Печень, положение и форма обычные, КРБТ – 189 мм, Карлт – 85 мм. МР структура печени однородна, очаги патологического сигнала не выявлены. В проекции С7 постоперационные изменения. Контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная. Внутрипеченочная сосудистая и билиарная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Диаметр портальной вены 10 мм. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен, до 5 мм, структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров, формы и положения. В области шейки пузыря многочисленные включения диаметром до 1-2 мм, сладж. Мелкие конкременты. Поджелудочная железа не увеличена. Контуры четкие, ровные. МР структура поджелудочной железы однородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Версунгов проток не расширен, 2 мм. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена. Ближе к нижнему полюсу дополнительная долька диаметром 12 мм. В правом надпочечнике включение размером 16 на 10 мм. По данным КТ плотностью до 71 Хаунсфилда с достаточно ровным четким контуром. ОСНС 77% и ИСН 30%. Надпочечник слева обычных размеров и формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка удалена, в ее ложе объемные образования не выявлены, данных за продолженный рост не получено. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. Состояние после оперативного лечения. МР признаки гипотомегалии, сладжа, ЖКБ. В желчном пузыре образование правого надпочечника, более вероятно аденома. 14 июня 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас, на мой взгляд, каких-либо явных очагов, метастазов нет. Но обычно в таких случаях делаю грудь и живот на КТ, а МРТ чаще используется в диагностике малого таза. Данных за увеличение лимфоузлов и очагов патологической васкуляризации не выявлено. В надпочечнике справа есть включение, но по своим признакам оно более схоже с аденомой, чем с метастазом. Нужно смотреть, какие размеры были ранее, и в случае сомнений я бы рекомендовал сделать КТ с контрастным усилением. Там по специальной формуле можно рассчитать коэффициенты вымывания контраста и на этом основании судить о природе образования. По расчетным коэффициентам МРТ и данным о плотности без контраста это все же скорее аденома.